Просто среди сосен, в середине леса вот такое чудо растет. Я не знаю, сколько ему лет. Всем огромный привет, дорогие друзья! Вы попали на самый молодой семейный деревенский канал, где мы показываем самую настоящую деревенскую жизнь, без каких-либо прикрас и без нарисовок.
У нас, кстати, друзья, есть плохая новость. Вчера, когда мы ездили к маме на дачу, деду с бабой позвонили, во двор взорвались чужие собаки. Сюда не в хоздвор, а вот где огород, где вот в наш жилой двор, так сказать. Взорвалось 2 собаки и съела, задушили одну утку и тоже задушили курицу, рябу. Вот такая вот плохая новость. От вас же ничего не скроешь, поэтому нашу любимую рябу вы в любом случае бы заметили, потому что мы ее постоянно носим на руках туда-сюда. У нее там проблемы с лапами были. Ну вот такая вот нехорошая новость у нас произошла. Хорошо, что дед с бабой были дома, так бы все, ни 6 уток, ничего бы тут не осталось. Третий справа есть живой. 315, 120, 22 литров. Так положено. Все, лук посажен на зиму. Вот такие вот у нас 2 грядки получилось. Ну и вы, наверное, спросите, зачем тут тычки. Это для того, чтобы не разгребали куры. Нужно закончить со светом. И я решил, что проведу его через крышу, через чердак. Чтобы он мне не мешал нигде. Мне спокойно мог зашивать стены, заниматься потолками, чтобы мне вот эти вот провода не мешали. Если мне нужен будет потолок зашить, я его свет отключил, провод на чердак высунул, все сделал, обратно подключил, прикрутил. Вот так вот. Ну и, как вы, друзья, поняли, закончили с грядками, посадили лук, и я приехал на хутор заниматься. Еще сегодня в планах у нас вместе с Яной на хуторе посадить лук, но она приедет немножко попозже.
Самое приятное, знаете, в чем? В том, что везде сухо. Нет ни капельки воды, хотя лили такие сильные дожди. Результат есть. Мы ему безумно рады. Теперь с уверенностью можем переходить к ремонту в доме. Точно уже ничего не потечет, не полезет, не будет ни сыреть, ничего. Но сейчас будем заниматься светом. Помимо хорошей изоляции, мы еще положим, где будут места соединения, вот такие вот коробочки на всякий случай. Пускай лежат, хуже не будет, мало ли, для надежности. Прошлая серия, друзья, нас разорвала комментариями. Вы просто максимально отозвались. Особенно это было с рецептом с тыквами. Я на себе уже там их навыписывал и говорит, все, сейчас длинные осенние вечера наступают, тыквы есть, мы обязательно что-то попробуем из этого всего. Вы написали 1100 комментариев, что у нас, наверное, пару роликов таких только есть. Поэтому за это огромное вам спасибо. Не останавливаемся, конечно, на этом. Обязательно нажмите красную кнопку «Подписаться на нас», потому что нас больше половины смотрят без подписки. Подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не забывать про нас, про наши ролики. Все, вывел я в угол самый провод. Вот он в первую комнату пошел. Вот он во вторую комнату пошел. Вот там он в третью комнату пошел. И вот здесь в четвертую. По проводам получилось 3 точки соединения в 4 комнаты. По комнатам провода выведены. Сейчас спускаемся вниз, подключаем светильники. Закрепляем их, ну и проверяем. Я думаю, все будет в порядке, как бы сложности в этом вообще никакой нету. Хотел сегодня вот этот мусор еще сжечь, но после дождя, наверное, у меня ничего подпалить не получится. Сейчас, когда доделаем свет, перейдем к грядкам. Вешать будем вот такие же плафоны, как висит у нас в этой комнате. Светодиодный, света он достаточно много дает. Мощность его 36 ватт. 6500 цветовая температура. Нам нравится.
самом деле без света как без рук. Фонарик там вроде бы хороший у меня. Там в одной комнате свет был. Но это все не то. От слова вообще. Свет хороший должен быть по-любому. Тогда как-то даже приятнее работать. Ходишь с комнаты в комнату. Не нужно тебе фонарик туда-сюда таскать. Ну вот, совсем другой вид. Сейчас можно зайти в любую комнату. Замечательно. Все везде видно. Светло, красиво. Единственное, не работает один плафон почему-то. Сейчас попробую его еще раз. Получается, свет есть на данный момент только в 3 комнатах. Нету на входе. Сейчас попробуем исправить, но, наверное, неисправная лампа попалась. А так замечательно. Глазу приятно даже. Правда? Можно глубокой ночью теперь работать. Мне понравился, друзья, один комментарий, что у нас замок на доме для честных людей. Ну, то есть маленький, слабый, что его там скрыть. Ну да, на самом деле. Лестница тоже для честных людей висит за дровником. Да и принцип у меня такой, что я отношусь к людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. Поэтому даже если бы она лежала на дороге, я бы ее все равно не взял. Да, друзья, сломал я светильник. Вот это конденсатор же, что это? Короче, вкрутился в микросхему нечаянно. Прямо в бочонок этот. Но ничего, я вспомнил, что у меня вот еще есть светильник, прожектор. Вот такой. Сейчас я его, наверное, вот сюда и прикручу. Нормально, можно будет тут регулировать. Потому что у меня здесь есть немножко инструмент какой-то. Тут такие вещи лежат. Ну все, теперь света более чем достаточно во всех комнатах. Просто замечательно. Вы помните, наверное, я рассказывал, что когда-то этим домом, точнее, этот дом снимали пчеловоды. Тут была пасека, здесь было много ульев. И вот куча рамок таких оставалось. Мы один улей даже сожгли уже.
Я долго это хранил, ждал, когда может кому-то понадобится, спрашивал, интересовался. Никому это не надо, поэтому единственный выход это все сжечь. Потому что это все на данный момент мусор в доме. А на улице держать какой смысл? Оно все испортится. Давно я уже хотел разжечь костер, но погода все не позволяла. Сейчас как раз пару дней такие хорошие дожди прошли. Везде все мокрое, прям как надо. Немножко ветер, правда, поднялся, но ничего, мы его без присмотра не оставим. Заодно сейчас уберем тут кучу мусора, которая в огороде, и позжигаем все, что лишнее у нас там где-то на улице валяется что-то. Самое главное, что мы его разожгли. Потому что я думал, не разожгу. Ну и сейчас мне нужно вот эти вот раз грядку и два грядку вскопать. Потому что скоро приедет Яна, и она хочет здесь посадить лук. Там, наверное, еще чеснок есть. Такие дела. Города вдаль, там шум, бетон, там вечный вокзал, здесь тишина, как мягкий плед, и утро встречает нас в рассвет. Наш домик в деревне, под крышей из грез. Здесь пахнет малиной, здесь звонит овес. Яна сажает, Артем мастерит. Все это наш мир. Он в сердце звучит. Яна руками землю растит. Каждый росток — это жизни магнит. Артем молотком создает уют. Тут в каждой доске его труд живет. Мы строим любовь, мы строим мечты. На этой земле только я и ты. Наш домик в деревне, под крышей из грез. Здесь пахнет малиной, здесь звонит овес. Яна сажает, Артем мастерит. Все это наш мир. Он в сердце звучит. Наконец-то я здесь убрал этот весь мусор. Вот, осталось что попилить
из тех куч. Плюс вот эта куча, это уже свежая, из дома все разобранное. Вот там весь материал, который еще пригодится где-то при постройке. А вот там я все сжег. Просто все решил сжечь. Весь этот мусор, весь хлам. Больше мусора будет, чем дров там. Единственное, что остается на участке, это вот весь хлам. Нужно разобрать уже этот старый туалет. Это еще остался от прошлых хозяев. А это все я использую, когда буду заливать площадку, чтобы сэкономить цемент. Все, надо начинать перекапывать 2 грядки, потому что уже где-то Яна скоро на подъезде будет. Не успею. Уже темновато становится. Она будет садить, а я буду с этим всем мусором тут разбираться, чтобы он побыстрее сгорел. И, наверное, сегодня больше ничего не успеем. Не знаю, наверное, очень много будет этих листьев в грядку. Но в любом случае нужно будет это все сгребать. Поэтому кучку сложим. А потом отвезем в компост. Привет. Помощники приехали? Да. Вы подготовили мне грядку? Вот осталось один. Пошути с шапкой. Дом начал чинить. Ты хочешь посмотреть? Да. Пошли. А я Вы как раз пингвинчик. я смотрю, вы в рабочей одежде. У меня есть для вас задание. Что? Хотите пошкодничать? Подурачиться? Хотите? Делаю битву. Зайцем. И ложу врагу. Нет. Очень Смотрите, видите сколько? Я хочу Это- зайца съесть. Ника, смотри, сколько подсолнухов. Хотите их повырывать? Я разрешаю вам их вырывать. Только складывать в кучу. Можно что хочешь с ними делать. Вау. Мама мия. Там уже видно, куда идете.
Так, дети, скоро переезжать, будем сюда жить. Ура! Выбирайте себе комнату. Каждому по комнате. Это чурмая. А мы где? Нет, это моя. Это моя. Ты в шкафчике будешь спать. Вам одну большую сделаем. Вау! Нет, давай одну Тут большую так сделаем. настольно. Давайте будем сюда приезжать на каникулы жить. Пока. Давайте. Что мы будем тут делать? Не знаю. Охотиться? Да. Станем охотниками? Рыбу ловить? Прикольно. Я тебя закрываю. А он сзади. Видала мне, как тут сколько много проходов? А давай еще. Что, пошли садить, что тебе там надо? Тут? Даже свет есть. Пока, Тимур. Чем интересно? Я говорю, поехали в стороне папашини дом. Ладно, пойду. С удовольствием ехали. Пошли помощники помогать. Пошлите огород сажать. Я, кстати, говорила, в деревне никакого лука. Последняя порция. Давай вытянем репку. Вытянули репка. О, у них эмоции, слышишь? Через сколько они стихнут? Тише станут. Это ж целый день в садике, в школе заняты. Репка тяжелая. Пойди помогай нам. Сейчас иду. Репка. У нас тут 50 репок. Репки. Подсолнечник. Куда ты меня ведешь? Ты меня куда-то ведешь? Они как бы подсохшие. Спасибо. Скажите, не важно, что главное внимание, да? Внимание, внимание, а внимание. Спасибо. Пожалуйста. Мои любимые цветы. Очень красивый букет. Молодцы дети. Там уже лежит. Где они лежат? Вот где нету дырочек. Так, внимательно смотрим хвостиками вверх. Хорошо. А что мы сорваем? Лук. Лук.
какие милые. Только не близко. Ники. О, новые сажай, если уже все. Ника, расстояние делай. Просто. Все, следующий рядок бери. Следующий рядок. Ника, следующий ряд. А то и у нас. Тут их большое делаешь расстояние. Все, посадили. Две грядки получилось. У нас уже лука в следующем году должно, если уродит. Кстати, с хутора лук у нас, пусть он и небольшой, но он лежит идеально. Он вообще не гниет. А с деревни у нас гниет лук. Он плохо лежит. Поэтому посмотрим. Одна грядка красного лука, одна такого, и у нас 2 грядки чеснока вышло. Хватит? Я думаю, да. Все, почти засажали уже. У нас осталось 3 грядки пустых. Сейчас морковку вырвем, домой заберем, и все. 3 пустых грядки. Не, так ты ведь еще хочешь Ну да. делать. Будем еще делать. Продолжать этот. Уже не будет ни солнышка, ни цветочек, уже что-то другое будет. Сейчас соберем наш последний урожай с хутора. Морковку. Это уже конец октября, Складывайте вот так. а мы еще морковку с грядок достаем. Это Нормальная морковка, слышишь? Ну, эта морковка пережила и морозы сейчас. И эта морковка была посажена, ой, вообще не помню, летом. Смотрите на нее. В начале лета. Смотрите на эту огроменную. Толстая. Тут что-то я хорошее. О, слышишь, нормальная морковка. А как она так выросла? Я вообще Смотрите. не знаю, как она вообще выросла. Я ее сажала летом. Мне надо было весной сажать. А чё мы? Мы, короче, ее так поздно посадили, я уже не помню чего. Ну, просто посадила я лук, помнишь? И посадила морковку. Ну, это вообще гигант. Нормально? Мама, у меня тоже гигант. И у тебя гигант. Ну, видите, выросло пару гигантов у нас. Мы их, наверное, не съедим. О, сколько? Тут сколько семьи? О, смотрите, сколько у нас морковки. Ну, все мы, да? Все сделали. Ну да. Поедем уже сейчас домой. Сейчас уже темнеет очень быстро. Сейчас хоп, да, мгновение и темно. Вот даже с урожаем, я считаю, совсем неплохо. Тут чуть-чуть было. И посадили, и собрали. И двор почистили чуть-чуть, от мусора сожгли. Становится так, все опадает, да? Ну да, грустно. Грустно становится на хуторе. Ну ничего, будем чистить все. Мы пожили, посмотрели, как это, что нам надо почистить. Очистить нам надо много, поэтому будем постепенно чистить, постепенно полить. Можно мусор сжечь этот и не бояться. Все мокрое, периодично идут дожди. Опасности никакой нет для леса. Я всегда переживаю, потому что сразу лес. Это очень опасно. Это надо соблюдать технику безопасности. Поэтому все, потихоньку двигаемся. Это наша вторая будет осень. в нашем хуторе. Все, поехали. Дело семейное, как река, то бурлит, то шепчет слова. На хуторе жизнь, она легка, когда рядом семья и родня. Дело семейное, как река, то бурлит, то
шепчет слова. На хуторе жизнь дана легка, когда рядом семья и родня. Куры клюют за сараем крошки, кот лениво лежит у крыльца. Дочка мечтает о городском окошке, сыну трактор важнее кольца. Но вечер спустится, все снова сойдется. Семья — это сердце, и в нем все поется. Дела семейные, как река, то бурлит, то шепчет слова. На хуторе жизнь дана легка, когда рядом семья и родня. Дела семейные, как река, то бурлит, то шепчет слова. Красотки, а вы что попрятались? Не хотите на улицу выходить? Да, у нас сегодня очень сильный ветер. Как бы так тепло, но вместе с ветром холод такой идет. Мы всех покормили, всех выпустили. И сейчас едем на хутор. Ну что подумали? Ездим за грибами всегда куда-то. Но давно не были у нас возле нашего хуторка. Считаю, нужно пойти в разведку. Вот. У нас еще много мест. Мы много где вообще там не были. Правда с тобой? Ну да. Мы так, кусочками. Сегодня Поэтому, вглубь пойдем. да, поэтому будем узнавать места. Сейчас растут зеленки. Вот. Там возле дома мы находили рыжики, но мы туда боялись дальше с тобой идти, где рыжики. Там у нас лоси, олени там живут, там такая глушь немножко. Ну сегодня придется не бояться, сегодня Ну, надо идти. Посмотрим, может мы туда и не дойдем. Но хотя мы должны съездить хотя бы хоть чуть-чуть Попробовать. посмотреть. Там вообще в той стороне какое-то еще одно озеро есть, оказывается. Да? Да. Ну, в общем, боялись мы всегда идти. Но мы сейчас еще в начале заедем кусочек леса, да, с тобой? Или сразу поедем? Сразу поехали. Поедем туда сразу? Мухоморы только проведаем и поедем. Ну да. Написали нам рецепты с мухоморами, кстати. Ну, может, и кто-то пользуется. Еще нам в прошлом году писало очень много наших зрителей, почему мы не делаем бизнес на наших этих мухоморах, Ну, да. потому что их очень много. Посмотрим, как в этом году. Не были давно, я тебе говорю, надо по-любому проведать наш лес. Что это мы ему изменяем? Получается, ездим в другие леса, наслаждаемся, а наш грустит без нас. Поэтому поехали. Поехали, проведаем. Поехали. В этом году нету наших мухоморов. Вот тут вот было все в мухоморах. Как такое может быть? Не знаю. Да? Ну, пару Вообще, штук тут торчит было и все. Как в сказке, как вот у Бабы Яги там в каком-то, ну, рядом возле дома в лесу. Ну, Их не просто. сосчитать было. Да, а в этом году вообще нет. Чудеса?
Они прям скреплены. У нас здесь лес. Одна часть очень богата, ну не прям очень, но польские растут, да. Только польские. Только польские. Но Мы тут, наверное, щас даже белого ни разу не находили, да? находили вот там дальше в елочках молодых, помнишь? Ну, в самом конце. А вот Не, чисто не в самом лесу, конце, а в лесу чисто находили. да? Я не Да. помню. А тут, ого, мы не увидели польские. Рядом. Ну, собираем польских. Да? Сегодня свежими прям пожали. Мгм. Не будем морозить. Конечно, многие скажут, у нас уже грибов, во. Ну, что Да, делать? писали в комментариях, интересно, у вас там, наверное, уже столько по У нас грибе. очень много грибов, но мы все морозили в основном. Рыжики только закатывали. Ну, суть в чем? Суть собирать. Азарт. Вот. Ну да, а потом, когда у тебя приходит время чистить их, тебе уже грустно становится, по тебе видно прям. Ну, не прям грустно, но да. Есть Ну, немножко. процесс не из приятных. Ну-ка, покажи. Смотри, Странные интересно. такие сейчас грибы, да? О, вот, смотри, они увидел. Вот еще один. Вот это польский, прям Какие-то видно, да? Вот красные. этот. А вот этот, Этот, прям кажется, белый, белый. похож. Но под шляпкой Смотри, польский. даже шляпка, как у белого, переверни-ка. Ну. Завернута так. А это вообще корснюк показался лапой. Ну, а это... Ну, они сейчас принимают, наверное, окрас И их леса. очень тяжело видно. Если мы, когда ходили, да, польский прям легко был, он торчал. Ну, здесь Идешь, видно. идешь, хоп, польский. Очень тяжело. Да что-то тут Уже они- осенний лес, много листвы валяется, и все. И тяжело очень искать. Только уже опытные грибники найдут. Мы типа опытные? Мы уже, да. Ты считаешь себя опытным? Прям опытным нет, но когда буду в возрасте бабушки своей, я вообще буду ас. Я уже буду своих внуков возить за рыжиками, указывать, где растут, где белые. Это передача опыта идет. Да. Так самое интересное, в прошлом году мы только с тобой начинали, ну вот так вот, собирать грибы. И мы были с тобой, и с нас можно было Это смеяться. нам будут дети и правнуки говорить, а как вы нашли эти рыжики там так Ну, далеко? а Как мы сейчас бабе с дедом говорит, а как вы нашли? Это точно так Но же. очень хочется здесь, возле дома, возле нашего хуторка, не только польских, хочется, чтобы зеленок было много, рыжиков. Ну еще посмотрим, там же мы знаем, где пару штук рыжиков Да, росло. надо туда идти. Мы уже знаем, и как их искать. там Сейчас мы искать. попробуем порыться там. Ну так и здесь, вот, мы 3 шага ступили, столько польских нашли, а их вообще не видно. Надо глаз, уже пристрелялся на польского. Сейчас польские так приятно собирать. Вот они вот очень много таких вот маленьких, они такие тверденькие. О, еще нашел. Что это? Смотрите. Польский. Какой большой ножки. Класс. Сейчас такой очень еще тяжелее лес стал. Если когда только листья падать начали, вон там посмотри. Они были такие желтые все, да? То сейчас они почернели, и сейчас вообще тяжело их найти. Смотри, на какой ножке большой Да, гриб. нос такой пушистый.
Или это, смотри, это тут решетник может? Или нет? Да, это решетник. Тут решетник? Такие черные листья просто и очень тяжело видно. И польские тяжело видно. В самом дальнем углу этого леса, туда уже ближе к нашему хутору, тут такой относительно молодой соснячок. И есть внутри в нем вот такая вот поляна чистая. Вот она. Здесь маслята всегда растут. Вон, наверное, я уже даже вижу. Да, смотрите, маслята. Много. А, нет, не маслята. Ошибка. Это тоже нет. Это тоже нет. И это нет. Ну, вот такая вот поляна. Тут маслят очень много. И именно здесь сейчас мы дойдем. Тут лоси, наверное, гон у них был, или они тут ждали. Посмотрим. Вот тут такой пятак. Сейчас уже дождями поразмывало, трава попадала. А тут вообще был такое хорошее место внутри леса чистое, да? А мы хотим пойти вот туда. Нам, ну да, нам надо туда идти. Если мы хотим посмотреть лес. Страшно. Они уже спать пошли. Сейчас опять какой-нибудь увидит, нас выбежит. Так аккуратно. Тут вон, видишь, тут главное дорогами не пойти ихними, а они не пойдут через вот это вот А вот это не дорога, непроходимое место. вытоптано. А я думаю, это косуля, может, ходила какая. Вот тут вообще следов. Короче, если вы посмотрите этот ролик, значит с нами все нормально. Что ты ерунду говоришь? Ну так мы сейчас вообще в такую глушь заходим. А мы не пойдем белого смотреть? Не, мы пойдем белого смотреть. Ну так мы должны На обратном рыжики пути? найти. Мы должны найти рыжики. Ну так, я не знаю. Вдруг они тут не растут? Ну мы же находили пару штук. Ну, может так. Но не забыли, что здесь не надо было вылазить. Ну, пошли. Ну, вот, смотри. Рыжик же. Ага. Рыжик? Да, но он уже весь червивый. Покажи ножку. Он уже испортил. Вот, и, пожалуйста, я тебе нашел. Мы вот сейчас все это время идем по вот такой лесной тропинке. А влево-вправо очень тяжело идти. И вот эта дорога уходит уже вон туда, в эту густоту. Явно, что не люди тут ходят. Правда? Явно, что тут по этим тропинкам не люди ходят. Пройти невозможно, если с тропинки сходишь. И все, там уже я не знаю, что там происходит. Там, смотри, там просто стена дикая. Ощущения такие себе. Вроде ты ходишь и по грибы собираешь, но всегда на таком страхе. Нету ничего. Только ложные подзеленки. Всё. Все, дальше уже не пройти. Пойдем обратно. Это что за, я не знаю, Гарри Поттер? Смотри. Ничего себе. Мы с тобой по такой дикой этой А ходим. что это за дерево? Нет, Это сосна? Или что это? А что это за дерево такое? Смотри, что с ним тут происходило. Ничего себе. Ого. Как вот тут выкручивало, выверчивало.
Слышь, какое-то космическое просто. Вот там белка живет. Видишь? Вообще класс. Вот это красотища. Это типа может листик. Типа груши какой-то, что ли, дикой. Смотрите, друзья, его просто... Ему как будто что-то мешало расти. Я не понимаю, сколько лет этому дереву. Столько веток от него, такие большие есть. Падают. Ну это что-то с чем-то. Просто среди сосен, в середине леса вот такое чудо растет. Я не знаю, сколько ему лет, но по веткам ему много. Польский. На, вот у меня еще тоже большой. Держите. Моего проверьте, пожалуйста. Хороший. Ну все, чуть-чуть насобирали, но у нас сегодня задача была другая. Это проверить там, где у нас далекий лес густой, есть и рыжики. Не зря сходили туда, да? Ну не зря, мы нашли Это вот такое дерево. Дерево интересное. интересное. Мы на него еще следующим летом посмотрим. Но мне кажется, оно уже все умерло. Да, ну? Не, оно может умерло, но оно летом будет красиво. Ну, поэтому сегодня на ужин будет грибочков. Ну, если бы мы еще походили, мы же по краю с тобой прошли, и мы шли туда, в рыжики, то, я думаю, нормально можно было бы корзину на двоих за сегодня собрать, если тут погулять. Поэтому неплохо. Наш лес возле хутора — это с польскими грибами, немножко белыми и немножко маслятыми. Все, пока мы тут. Ну, мы в прошлом году 2 раза рыжики нашли, по чуть-чуть совсем, и ты в этом году, да? Чуть-чуть нашел, но это ничто. Все, очень много посадок, очень густых уже старых, да? Там уже грибы просто от того, что солнце туда нормально не проникает, расти не будут. Поэтому поедем сейчас еще чуть-чуть на хуторе позанимаемся. Она кушать хочет, да? Все, мы приехали к нам в лес, в дом. Давай, знаешь, что я хочу? Мы же вот этой комнатой занимаемся самой целой. Давай я пойду чуть-чуть погреб там подкашу, а ты вот это вот все, что отваливается, поотдираешь. Для того, чтобы, короче, надо подготовить. У меня же есть раствор, и мы ее где-то подшпаклюем, подмажем, подремонтируем. Где-то видишь, как она тут сыпется. Раствор сыпется. Да, там кирпичи. Ну, они такие целые все. Вот это все нам надо поотдирать.
Но только то, что отдирается. Оно само, видишь, показывает, что надо тут. И все, мы потом подремонтируем это. И дымится, вот видно, где тут дымок пошел. А я быстро погреб там подкашу, еще что-нибудь пройдусь там, где у нас бурьян, и тебе тоже помогу. Давай. Да? Тут не сложно, не пыльно. Правда, Давай только этот диван отодвинем. тут немного. Давай. Давай.
У нас тут за туалетом елка растет. Мы даже как-то ее посадили. Не подумали, да? Угу. Сейчас мы ее выкопаем и пересадим как раз на место, где у нас одна засохла. Она тут мешать будет, а там она прям как надо встанет. Мы с тобой сегодня вообще столько дел сделали. Ну да. Вот сейчас. Буквально там за час, наверное, да? Угу. Вообще порядок навели. Осталось совсем чуть-чуть. Уже целую кучу, надо сжечь ее. Осталось нам что? Тут чуть-чуть допилить, бензин закончился. Ой, нам еще тут пилить и пилить. Ну да, надо начинать. Начинать чистить и полить чистить. это все. Дальше Ну. надо выкосить, как раз нашу территорию обозначить. Угу. И вообще будет класс. Пока погода нам позволяет, надо заниматься на улице. Мы по чуть-чуть будем заниматься в доме. Тебе не кажется, что они подросли? Они вообще выросли. Они были намного меньше, мы их саженцами Они были покупали. вот такие. Да, Да. да. Они вообще классно выросли за этот год. Этим вообще возле туалета очень прям хорошо. А тем, ну, как-то мне не нравится. Те стоят на месте. Потому эти, что им тень. А эти здесь им, повырастали. ну, а здесь этим хорошо. И те, что нам черничники подарили, тоже подросла. Ну, у нас одна только погибла. У нас там что-то погибло, да. Да, елочка. Одна погибла, и вот та была. Вот, у нас тут есть деревце, оно тоже было на грани прям. Оно даже вот макушку сбросило. Но оно прижилось. Оно долго стояло на месте, потом как будто бы хотело засохнуть. И оно вот уже красивое такое. Я не знаю, это Я уже типа не помню, что ёлка это. какая-то, Это наверное. там, да, всякое. Ну, это дерево какое-то. Поэтому у нас Куст, а не из дерево. 4 две елки прижилось и вот эта штучка. А одна елочка, она погибла. Ну, тоже не знаю почему. Тень, может. Не, она там как раз таки не в тени была. Бывает. Что там в доме уже все? Надо доубирать, да. Да. Ну, слышишь, и как бы и не сильно страшно, правда? Ну, еще может где посмотреть, что подбивать. Нормально, я думал, тут вообще все отпадет. А тут как Нет, бы... тут нет, куда тут кусок задеваешь, а дальше не идет. Ну, вообще Тут класс. просто шпателем вот эту верхнюю тебе снять, чтобы потом стянуть. И все. Ну пойдет. Мы же это Конечно. делаем не то, что это, мы же делаем просто немножко Восстанавливаем. косметический ремонт, Да, немножечко косметический такой. ремонт. Чтобы можно было тут остановочку какую-нибудь Да, ну, то есть присесть, это ж чайку попить. дом мы делаем не для жилья, ну как-то. Да. Просто, чтобы сюда прийти с детьми, и где-то было им и посидеть, и полежать. Ну, то есть, так вот. Такой вот домик деревенский такой. Ну, то есть, минимально все. Он еще, сейчас его починим, еще простоит 10 лет, точно, 100%, если не больше. Поэтому это так, чтобы было пристанище, как там спрятаться от дождя, зимой погреться. Печку мы в прошлом году топили, так тут жара стоит вообще Я в этом году нереально. топил. Ну. Один раз забросил и все. Планы у нас немножко другие на участок, а это так вот, чтобы погреться было, где покушать, Для души. для души. Душевной. Тут, слушай, большая комната. 2,90 на 5. Угу. Все, друзья. Печку мы вот эту сторону все подготовили. Тут вот получается печка. Вот. Вся стена. Покажем.
Она на всю стену. Вот это все печка одна. Вот там, которая стоит. Потом вот здесь идет вот так дымоход с той печки. Оно входит вот в эту большую печку, русскую, как она называется, финская, как эта печка называется. Не знаю. Там много комментариев было. Короче, если тут затопить две печки, Ну, тут как в бане будет. да. А еще у меня была такая идея вот так вот отгородиться. И баню тут сделать. Где? Тут? Вот тут? Вот здесь. А что здесь? А Ну, здесь? здесь комната жилая была, тут 2 окошка. А тут парилку. Ну, это я Наоборот. просто эти мысли такие какие-то глупые закрались. Все, друзья, будем заканчивать на этом ролик. Сделали очень хорошую работу. Во-первых, на улицу убрались. Во-вторых, вот подготовили, я могу уже мешать раствор, штукатуриться. И почему стояло все на месте? Потому что надо заштукатурить, а потом начинать стены убивать USB панелью. Поэтому на этом будем заканчивать серию. Нам такая вот получилась. Не знаю, вам решать, она интересная, неинтересная была. Была интересная, поставьте лайк и подпишитесь на нас. Если была неинтересная, все равно подпишитесь. Следующая будет интересная. Поставьте лайк нам на следующую серию, чтобы она была интересная. Прошлым роликом вы вообще нас разорвали. Ну да, комментариев столько. 11 тысяч лайков на нем и 1200 почти комментариев. Поэтому давайте дальше в этом же духе. С каждым роликом все больше и больше. Чем больше лайков, тем больше нас всех становится. Поэтому мы всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Работы вообще слышать мало. Вот ты везде просто лупала, где видно, где дымок шел. Поэтому она еще прослужит вместе с домом много лет.